Добрый день, уважаемые зрители и подписчики моего канала. В этом видео мы с вами поговорим об устройствах, которые продаются под брендом Aneng. Под брендом Aneng продается очень много разных измерительных устройств. И в данном случае мне в руки попал мультиметр Aneng модель 683. Я уже немножко познакомился с этим устройством. Немножко с ним поработал и запаковал его обратно для того, чтобы показать вам, что вы в итоге получите, когда распакуете вашу посылочку, как это будет все выглядеть. Итак, как видно, наш мультиметр поставляется вот в такой красивой картонной упаковке. Немножко красоту этой упаковки, коробочки подпортила служба доставки, да. Видно, коробочка погнута в некоторых местах. Но в целом это мелочи, главное, чтобы работало устройство. Итак, при взгляде на коробку мы понимаем, что это, как утверждает производитель, высокоуровневый смарт-мультиметр с тачскрином. Да? Вот. И больше никакой особо полезной информации на коробочке нет. И поэтому мы можем перейти, собственно говоря, к распаковке. Итак, открываем коробку. И здесь мы видим, значит, бокс-коробочку с нашим устройством и дополнениями к нему. Также в коробочке у нас есть две инструкции бумажных. Первая инструкция мы видим на английском языке. Да, тут указаны разные параметры устройства. Вот, рекомендую вам перед применением устройства с ним ознакомиться, для того, чтобы понимать возможности устройства и чтобы избежать каких-нибудь сюрпризов, как приятных, так и неприятных. Ну, скорее, да, неприятных. Вторая, значит, инструкция у нас полностью на китайском языке и, скорее всего, нам не пригодится. Так, коробочку мы отставляем. Да, кстати, еще момент такой. Тут видно по изображению, что, как на экране нашего устройства будет располагаться информация, уже дает некоторое понимание, вот, что мы будем видеть на экране устройства. Так, далее переходим к нашему чехольчику боксу. Наше устройство продается в нескольких вариантах. Я рекомендую брать максимальный вариант, в котором вам в подарок дается, собственно говоря, сам этот чехол. Он, как вы видите, сделан качественно, он такой добротный, удобный. И чтобы ваше устройство не было разбросано по столу, а лежало где ему нужно. В общем, коробочка пригодится. Еще есть такой вешачок, да, можно куда-нибудь повесить его. Давайте откроем, посмотрим, что у нас внутри. Открываем, и внутри мы видим аккуратно упакованным такой с резиночкой, значит, само устройство. Видим USB кабель, значит, USB Type-C для связи с компьютером и зарядки устройства. Значит, здесь у нас набор щупов и датчик для измерения температуры. Давайте начнем. Да, еще момент такой. Уточню, что как само устройство, так и щупы, они поставляются, приезжают полностью запакованные. То есть это они у меня уже распакованы, потому что ими пользовался, да, но в целом они полностью запакованы, прямо как с завода, все как бы с нуля. Давайте посмотрим на качество щупов. Так, значит, достаем. Так, что мы видим? Давайте глянем длину. В общем, длина у нас длинная. Длина провода щупов достаточно длинная и позволит нам как бы комфортно работать с любыми устройствами. Самые щупы, значит, из добротного пластика. В принципе, удобно лежат в руке. Плюс, значит, сами металлические наконечники покрыты такими, пластиковыми, да, наконечниками. Значит, кончики острые, то есть щупы можно тык воткнуть и все удобно замерить. На, значит, самих металлических частях есть канавки, тоже можно зацепиться, удобно там для измерения. Далее, что у нас указано на самих щупах: третья категория,
Значит, максимально 1000 вольт и сила тока 20 ампер, да. Что еще? Сам провод гибкий, мягкий. Давайте я вам сложу. Этим вот можно так сделать. То есть все с этим хорошо, все удобненько будет работать, не переломится где-нибудь на загибе. Значит, самим коннекторы, штекера защитной такой пластмасски, да, покрыты. То есть они случайно не замкнутся. Тут тоже все продумано хорошо. Тут чик-чик. Все удобненько, да. Ну, для сравнения, есть у меня такой более дешевый вариант мультиметра. И вот здесь такие щупы, они тоже как бы рабочие, но, в общем, этот вариант намного лучше, да. Так, давайте поставим колпачки на место. С щупами мы разобрались в сторонку. Так, датчик температуры. Ну, тут, в принципе, тоже все понятно, да. Черно-белый контакт. Вставляем мультиметр. Здесь у нас такая небольшая контактная площадочка, которую желательно чем-то закрепить, да, каким-то скотчем. И можно измерять температуру устройства, которое нам интересно. Тоже откладываем в сторонку. Так, достаем само устройство. Так, и что мы видим? Вот, давайте тут вам покручу его с разных сторон. Вот так он выглядит. Итак, устройство, в принципе, собрано добротно, да, вот кручу, ничего не скрипит. Тот скрип, который вы, возможно, слышите, это скрип резины, да. Вот, само устройство довольно увесистое, такой кирпичик, ну, в руке лежит хорошо, удобно. Здесь у нас сам экран, так, надпись, да, соответственно, ANENG 683 Smart мультиметр. Экран такой матовый, да. Здесь у нас подписи, что куда подключать, для каких измерений. Здесь у нас разъемы для щупов. Так, здесь у нас крышечка, помечена USB. Сюда у нас вставляется USB кабель. Вот, для связи с компьютером, ну, снова же таки зарядки, как по мне, решение не очень удобное, потому что, ну, поставим мы его заряжать, да, вставим контакт, и как оно будет лежать, как-то не знаю. Ну, в общем, как по мне, не очень удобное решение, но как есть, да, можно, в принципе, смириться, не критично. Далее, кнопка включения-выключения. Значит, для того, чтобы включить устройство, либо выключить, нужно нажать кнопку и задержать ее на 3 секунды. Такое решение позволяет избежать случайных нажатий кнопки во время измерения, что очень продумано, вот, тоже удобно. Далее, здесь у нас, значит, индикатор, который показывает нам, мигает при измерениях, показывая нам как бы сам процесс. Также у нас есть датчик NCV. Этот датчик предназначен для поиска скрытой проводки. То есть это устройство позволяет нам искать скрытую проводку при каких-то ремонтных работах, что в принципе тоже иногда полезно. Так, про кнопочки мы сказали. По поводу экрана. Ну, если присмотреться, то видно, да, что у нас есть сегменты на экране. И, в общем, это не цельная матрица, там это не IPS-ная матрица, не TN-овская, это как бы LED-экран, в котором жестко заданы места для показа информации. Как бы, ну, в принципе, ни на что это не влияет, как бы экран изображения информации довольно четкое. Единственное, что при разных углах мы можем заметить засветы по краям, плюс немножко будет искажаться цвет изображения. Вот, ну это при работе буду показывать, сможете сами оценить. Что еще можно сказать? Значит, так, чехол, если его приоткрыть, видно, что у нас на корпусе есть такая ложбинка, вот в этом месте, да, куда, собственно говоря, сам как бы заскакивает, да, чехол вставляется, и
Тоже удобно, то есть со временем у вас резина не будет растягиваться и не будет топорщиться, она будет всегда на месте. Сам резиновый чехол из жесткой резины, резина не скользит, устройство хорошо держится в руке, вряд ли выскользнет, даже если у вас будет мокрая, там, не знаю, потная рука. С этим все хорошо. Также еще такое в начале скажу перед включением мнения по поводу тачскрина. В этом есть, конечно, наверное, и плюсы, но есть и минусы. Например, если мы работаем в защитных перчатках, да, то тачскрин вряд ли будет работать. И вот в этом плане вот эта вот переключалка, да, обычно, она более эффективная, что ли. Вот такой момент учтите. Что ж, давайте подключим наши щипы, перейдем уже к работе самого устройства. Так, у нас красненький сюда, раз, черненький сюда. Сами щипы вставляются, ну, плотненько, держатся, ничего не выпадает. Это тоже хорошо. Давайте включим устройство. 3 секунды. Раз, два, три. Опа, включился. Услышали звук, да, кроме световой индикации, еще есть, соответственно, и звуковая индикация измерения, что тоже удобно. Итак, мы видим, наше устройство включилось. По поводу засветки, ну вот я вам немножко экран повращаю, да, немножко заметно. Вот. Так, мы включаем, устройство включается в режим авто. Это означает, что устройство будет пытаться само определить, что мы хотим измерить. Но перед тем, как мы его начнем пробовать, еще скажу вот про температуру. Да, устройство замеряет температуру, и в таком варианте, без подключения датчика температуры, устройство показывает температуру той среды, в которой он долго находился. То есть фактически 26 градусов это температура того помещения, где я вам снимаю видео. Далее режим авто, он пытается все измерить. Иногда он угадывает, что мы хотим измерить, иногда не очень. Но, в общем, я рекомендую такой режим не очень использовать, потому что он как бы довольно медленный, и при какой-то быстрой работе лучше все-таки включать определенный режим. Итак, давайте попробуем в режиме авто. Вот у меня есть аккумулятор, да, попробуем его замерить. Раз, два. Опа, и да, видите, оно определило, что у нас постоянное напряжение, постоянный ток 13 и 14 вольт, да. Вот. Черт, немножко загнул кончик. Ну ничего. Так, что еще? Давайте посмотрим режим NCV для поиска скрытой проводки. Значит, работает так. Мы нажимаем. У нас появляется такой индикатор. И вот, допустим, у меня есть удлинитель, он подключен. И пробуем найти как бы проводку. Ведем. И видите. То есть, видите, он начинает показывать проводку. Ну, чем сильнее он сигналит, значит, тем точнее мы нашли нашу проводку. Вот так этот режим работает. Плюс, видите, HL означает уровень нижний, либо более высокий. Так, с этим режимом мы разобрались. Переходим в авто. Так, что у нас здесь есть? Ну, значит, прозвонка диодов. Так, прозвонка коротких замыканий. Вот, далее у нас измерение частоты. Значит, давайте попробуем измерить нашу розетку. Так, я вставил. Так, надо зафиксировать. Минутку. В общем, блин, да. В общем, показывает у нас 50, я так понимаю, в среднем
Ну, в общем, не знаю, показывает как показывает. У меня в прошлые разы как-то фиксировался лучше. И было точно 50 Гц. Может быть, это из-за плохого контакта нужно зажать. Или, может быть, у меня действительно прыгает частота в сети. Идем далее. Значит, постоянный ток, напряжение. Так, замеряем. 13 вольт, да, показывает. Идем далее. Это у нас переменный ток. Давайте. И оно у нас показывает 222 в данный момент. И здесь у нас показывает, кстати, частоту, видите, около 50 Гц. То есть все нормально. Так, далее. Ну, в принципе, по этим режимам все. Давайте, значит, попробуем в автоматическом режиме замерить. Я тут подготовил резисторы. Посмотрим, как оно их измеряет. Так. Упс, простите. Берем. Так, 382 приблизительно у нас Ома показала. Берем, смотрим, сколько у нас есть. Действительно, здесь у нас... Так, 390, не знаю, ли вам видно, но, в общем, 390, да. Далее берем второй. И показывает 1 килоом, да. Ровно 1. Смотрим здесь у нас... Бам-барам-бам-бам. Если так перевернуть, то можно увидеть, что здесь 1 килоом. Но, к сожалению, очень мелкая надпись, поэтому может быть и не видно. Так, с этим хорошо. Давайте попробуем измерить еще емкости конденсаторов. Да, есть у меня... Подобрал 3 конденсатора. Давайте попробуем посмотреть их емкость. Итак, здесь у нас обозначено 10 микрофарад. Да. Ложим, меряем. Пам-пам. Так, фиксируем. Ну, 11,5, да? Есть. Так, следующий. Здесь у нас 1 микрофарад. Да. Берем. Измеряем. Да, видно 1.1. И последний, третий. Значит, его указанная... Значит, емкость 47 микрофарад. Ну, а реально здесь 54,4 микрофарада. Вот. Так вот мы показали, значит, измерения. Что еще можно показать? Ну, кнопка Hold Touch — это зафиксировать измерение. Так, кнопка, значит, CF — это у нас переключение температуры. Значит, Кельвин либо Фаренгейт, соответственно. Вот. Можно еще попробовать измерить температуру чего-нибудь. Давайте я покажу, как это делается. Так, раз. Так, в чем дело? Минутку. Мы режим просто включили, да. Значит, нам включили в режим температуры. Да. Так, подсоединили, и датчик показывает. Не буду его распаковывать. Так, ну, допустим, возьму его в руку. Видите, и показало, что внешняя поверхность моих пальцев имеет температуру
34 градуса, что в принципе близко к реальности, потому что я мерил еще и таким устройством, да. Видите, тут у нас, блин, надо показать. Давайте поближе. В общем, сложное это дело, измерение, да, но 32 тоже близко к тому, что показывает устройство, но оно будет показывать точнее, потому что в любом случае тут есть, ну, как бы жесткий контакт, да, я прям прижал. В общем, этому показателю плюс-минус можно доверять, там 1 градус может быть и ошибка. Вот, с этим мы показали. Что еще я заметил, ну, допустим, тачскрин, когда нажимаешь, кнопочки немножко могут, видите, чернее так, да. Потом кристальчики восстанавливаются. Еще один такой момент тачскрина. Я так подумал, что если его, ну, где-то использовать, постоянно там переносить в разные места, там где-нибудь может быть пыльно, допустим, либо какая-то грязь может быть. И вот постоянно вот это цыканье, я думаю, что со временем здесь на экране, скорее всего, появятся какие-то мелкие царапки. В этом плане обычный мультиметр классический более стойкий. Вот. Что ж, в принципе, я вам рассказал всю информацию, постарался вам показать его в работе в разных режимах. Более-менее, я думаю, у вас свое мнение о нем сложилось. Я вам рассказал те плюсы и минусы, которые я заметил. Аппарат, в принципе, рабочий, можно пользоваться. Подойдет он лично вам или нет, это уже выбирать вам, решать вам. Ну и как всегда, если вам видео понравилось, надеюсь, оно вам понравилось, ставим лайки и подписываемся на мой канал. На этом всего хорошего, до свидания.